Ухунь и тяфунь, дорогие совята. Наверняка алды припомнят то, что я в прошлом году решила собирать свою коллекцию альтернативных версий от фанатов. Ну и поздравляю! Июль на эфире официально месяц альтер-версий теперь. Так что ждите контента в ближайшее время именно по моим альтернативным версиям. Ну а сегодня, дорогой мой Савуль, я продолжаю говорить о своих самых преданных фанатах, которые сыграли весьма большую роль в эфирском творчестве. Ну, и раз у нас объявлен месяц версий, то сегодня я расскажу вам о Маркусе и о версиях, принадлежащих именно ему. Полетели! Начнем, пожалуй, с того, а кто вообще такой Маркус. Маркус – гача-блогер, который присоединился к эфиру как подписчик, а затем и фанат в конце 2021 года. С тех пор он всегда активно поддерживает эфирский фэндом своим творчеством. Я искренне поражаюсь, сколько контента он подарил эфиру. Вот чтобы вы представляли эти масштабы, потому что и я не до конца, если честно, их понимаю, вот если распечатать все его работы на формате А6, то ими можно будет полностью обклеить одну стену комнаты. Но сегодня речь пойдет именно о его альтернативных версиях меня. Так что отмотаем немного ленту времени назад и посмотрим на самое начало. Или нет. На самом деле первая моя альтернатива от Маркуса появилась еще задолго до того, как я решила собирать все свои фанатские версии. Его первой авторской версией меня была ретро. Ретро-версия была создана в начале 2022 года, если вообще не в 2021. Точно отследить ее первое появление я не смогла. Основана она на фоне Friday Night Funkin' Retro. Отсюда и ее название. Особо большой информации по ней нет, ну разве что она полудракон, как ни странно. В основном вся инфа связана именно на основах этого мода. В свое время это было прикольно, но а мы резко перемотаем ленту на июль 2022 года. Маркус выпустил видеоклип с одной из песен Vocaloid, где промелькнули аж сразу 3 мои альтер-версии. Позже им будут даны имена Кримзия, Дискария и Тенебрия. Происходят они от персонажей Маркуса со схожими именами и характеристиками. И вот в этот момент я уже точно решила, что основательно берусь за организацию листа своих альтернатив. Понеслось! Проходит время и появляется еще одна версия. Это Game Over Дарий. Мужская альтернативка, из-за которой даже произошел один крупный скандал в моем Амино. А все было связано с его лором, которым он был награжден от автора. Да, вот такая веселуха. Следующей появилась Вирус. И вновь мало чего известно о ней. Ну вот если о Вирус я собрала хоть какую-то инфу для карточки, то вот о следующей версии я от слова ни шиша не знаю. Серьезно. Для себя я ее просто зову Дария в кимоно. Возможно, у нее есть и лор, и название, но я этого не углядела. Уже наступает осень 2022 года, и под школьным настроением была создана яндере-версия. Думаю, объяснять, кто такие яндеры своей аудитории, мне не придется. Примерно где-то в это же время появляется еще Изуми Дария, связанная с аниме «Бродячие псы», вроде как я помню. Ну, или она просто мафиозник. Потом были еще версии от него, но они были созданы на основе моих версий. Не обессудьте, но конкретно в этом видео я решила рассказать вам именно об авторских версиях самого Маркуса. Но вы не
бойтесь, когда-то мы и к ним вернемся. Дальше затишье какое-то время, но потом появляется Дарийка Дрон-убийца. Инфы мало, но мне она вполне зашла. Спуки Дария, или же Привидение. Это уже пошли версии 2023 года. По сути, мертвая Дарийка-призрак, но тем не менее это выделяет ее по-своему на фоне остальных. К тому времени я уже давно успела прозвать Маркуса своим местным инком. Что вы думаете? Родился ламинат! Ламинат, блядь. Не, серьезно, вот это чудо бесполое. И Маркус серьезно назвал эту версию ламинат. Совета, вот я пишу сценарий. И вот когда я писала про Дарию в кимоно, мне Маркус в личку присылает еще одну версию. Он, кстати, не знал, что я про него видео готовлю. Создано 1 июля, прямо в самое начало непосредственно месяца версий. Дария, но если бы в мае во время крупного конфликта вокруг эфира я потерпела поражение. Тем временем совета, кто не следит за тем, что происходит за пределами ютуба, такие: а чё? Помогли потерять эфир? Представьте, и такое бывает. Но эта версия представляет собой то, что было бы, если бы все так и случилось. Плохая концовка в реальности. Фу! Ну, а теперь точно все версии от Маркуса назвала. Надеюсь, никого не забыла. В этом видео я поверхностно рассказала о его версиях, но не спешите меня критиковать. Во-первых, видео бы вышло на полчаса как минимум, если не на час вовсе. А мне еще раз напомнить, что мой чаморный планшет этого не вывезет. А во-вторых, я постепенно буду снимать отдельные ролики на каждую свою альтернативу. И не только на альтернативы Маркуса, на все. И каждый я еще вернусь более подробно. Поэтому, совета, сейчас важная просьба. Просмотрите, пожалуйста, видео, где были показаны альтернативные версии 2022 года. Или зайдите в мой телеграм для обсуждений и напишите, про каких альтернатив вы хотите обзор в первую очередь. Ну, а на этом все. Рада была познакомить вас с еще одним выдающимся совенком. С вами была Дарийка Эфирка, вы были на канале Эфир. И до связи!